Всем привет! Вы на канале Юзуру Ханю Лайв. 18 июня прошел третий день шоу Fantasy on Ice 2023 в МегаТ. Я расскажу, как прошел этот день. Но сначала хочу поделиться отзывом русской зрительницы, присутствующей на третьем дне шоу. Юдзуру как был явлением, так и остался. При очень теплом приеме всех выступавших на каждый его выход, казалось, зал рухнет. Во время выступления трибуны от голоса певицы она пела в полную силу, но на этой песне по-другому нельзя, и аплодисментов зрителей трибуна дрожала так, как при землетрясении, даже немного страшно было. Энергетика потрясающая, в номере прыгал и наделал элементов по ощущениям на целую произвольную программу, никто столько не делал, выложился естественно на полную, после окончания стал со льдами сразу. На финале единственный переоделся в футболку и пошел серьезно прыгать. Прыгал практически с места 3 раза, один с небольшим степ-аутом. Как он это делает? Вообще как? Зачем он закончил соревноваться? У него форма сейчас идеальная. Как его не хватает? Я сегодня это поняла еще сильнее. У меня отбитые руки, немного сорвано горло и легкий туман в голове до сих пор. А сейчас перейдем к дайджесту по третьему дню Fantasy on Ice, состоявшегося в МегаТ. Как всегда был полный зал, пустых мест нет. На этот раз насчитали 6 камер, шоу снимают и транслируют в прямом эфире в кинотеатрах. Этот день покажут по ТВ 27 июня. Освещения этих дней шоу в СМИ толком нет. На открытии Юдзуру исполнил идеальный четверной тулуп с махом ногой после и выбросом кулака вверх. Был полон взрывной энергии, даже больше, чем завершающий день Мияги. Зрители были в восторге, кричали как сумасшедшие. Юдзуру улыбнулся и, видимо, сказал спасибо. Радостно он подпевал песни и ударял себя по груди, заводя аудиторию. Был очень экспрессивным и энергичным, и еще больше сосредоточенным на зрителях. Прыжок у вращения был очень высоким и красивым. Фудзиока немного поговорил со зрителями на китайском, когда была его очередь произнести несколько слов. Дин попросил соблюдать тишину, чтобы Юдзуру мог сосредоточиться перед выступлением. Перед началом программы Glamour Sky все зрители молчали. Только один человек вскрикнул, когда Юдзуру встал в стартовую позицию. Сразу послышалось «шшш». Аудитория воспитаннее, чем во второй день. Юдзуру раскатывался перед программой в тишине. Было впечатляющим то, как вообще резко опустилась тишина с его выходом на лед для проката. Прокат был чистым, прыжки те же, что и во второй день. Юдзуру выглядел еще круче, чем вчера. Движения очень четкие, точные. Во время программы он опускается коленями на лед, берет немного снега и подбрасывает их в воздух, перенося вес на ногу, затем поднимается. Его движения весьма акцентированы. В конце своего номера Юдзуру изменил хореографию. Прошлые 2 дня он, одевшись в брошенный в начале программы жакет, преклонял колено. Сегодня только прижал жакет к груди. Когда Юдзуру уходил, Мика Никосима выглядела очень довольной и провожала его улыбкой. Ближе к концу финального круга почета Юдзуру остановился и помахал на прощание маленькому мальчику в рюкзаке-переноске, когда семья его направлялась к выходу. Эта сцена была показана в прямой трансляции. Перед тем, как снова пойти переодеться из костюма для номера закрытия на футболке шоу, Юдзуру опять хлопнул Кейди Танако по попе. Когда вышел, исполнил четверной тулуп, тройной аксель и незамедлительно добавил еще тройной аксель, после которого мах ногой в прыжке. В конце заставлял зрителей хлопать в ритм музыки, после «Спасибо большого» возвращался и хотел уходить за кулисы. На этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Всем пока!